Всем доброго времени суток! Меня зовут Марьяна, и вы на канале «Вкусная еда». Предлагаю рецепт легендарного, восхитительно нежного, красивого и очень вкусного шоколадного десерта под названием торт Прага или пражский торт. В период острого дефицита продуктов как раз за этим шоколадным тортом стояли огромные очереди. И даже в наши дни этот чудесный шоколадный десерт не теряет своей славы и всемирной любви. Благодаря своему превосходному вкусу, несравненному аромату и безупречной текстуре. Торт Прага представляет собой 3 бисквитных коржа, пропитанных сахарным сиропом с добавлением коньяка, нежного шоколадно-масляного крема, кисло-сладкого абрикосового джема, который покрыт шоколадной помадкой. В моем случае это будет ганаш из темного шоколада, сливок и сливочного масла. Данный рецепт торта Прага почти по ГОСТу. Единственные изменения – это я добавила пропитку для коржей, удвоила порцию крема и вместо классической помадки использовала шоколадный ганаш. Скорее готовьте этот вкусный десертный шедевр и зовите на чай всю свою семью. Ведь именно так вы окунетесь в мир детских воспоминаний, а вместе с тем подарите приятные вкусовые эмоции своим родным и близким. За день до сборки торта готовим масляный бисквит. Все продукты должны быть комнатной температуры. В миске соединяем муку, разрыхлитель теста и темный какао. Просеиваем сухие ингредиенты через сито. Затем хорошо перемешиваем венчиком и откладываем в сторону. В большую миску кладем яичные желтки комнатной температуры и взбиваем буквально полминуты. Добавляем сахар, ванильный сахар и взбиваем до пышной светлой массы примерно 3-4 минуты. В хорошо взбитой желтковой массе будет оставаться след от венчиков миксера, который сразу же исчезает. В другой, чистой и обезжиренной лимонным соком или уксусом миске взбиваем яичные белки комнатной температуры со щепоткой соли и остальной частью сахара на средней скорости миксера. Сахар вводим постепенно, первый раз, когда белки взобьются до состояния легкой пены, второй раз добавляем, когда пена станет более стабильной, и третий раз, когда масса побелеет. Для того, чтобы белки хорошо взбились, очень важно не допустить, чтобы в них не попало ни капли желтка, иначе взбить белки до нужной консистенции не получится. И в итоге ваш бисквит осядет. Взбиваем белки до мягких пиков, когда хвостик свисает с венчика миксера, но при этом не отваливается. В несколько приемов добавляем 2/3 части взбитых белков к желтковой массе и очень аккуратно перемешиваем лопаткой складывающими движениями снизу вверх до объединения продуктов. Долго не мешайте, иначе яичная масса осядет и не будет такой воздушной. Частями просеиваем заранее подготовленные сухие ингредиенты в яичную массу и хорошо перемешиваем лопаткой, также складывающими движениями, снизу вверх до объединения продуктов. Добавляем оставшиеся взбитые белки и быстро, но при этом очень аккуратно перемешиваем до однородности. В самом конце очень аккуратно вливаем по краю миски растопленное сливочное масло. Сливочное масло должно быть слегка теплое, около 28-30 градусов. И осторожно перемешиваем лопаткой, также складывающими движениями, снизу вверх до объединения продуктов. Разъемную форму диаметром 20 или 22 см затягиваем дно фольгой. Выкладываем бисквитное тесто в форму и равномерно распределяем по всей поверхности. Масляный бисквит немного капризный и частенько любит опадать, поэтому выпекаем в предварительно разогретой до 200 градусов духовке. Затем через 10 минут выпекания постепенно понижаем температуру до 180 градусов. Тем самым готовим бисквит к резкому перепаду температуры и выпекаем до готовности. В общем времени выпекаем бисквит 30-40 минут. В процессе выпечки ни в коем случае не открывайте дверцу духовки, иначе ваш бисквит быстро осядет. После выпечки оставляем бисквит в духовке с приоткрытой дверцей на 10 минут. Тем самым продолжаем понижать температуру. Готовность бисквита проверяем деревянной шпажкой, вставленной в центр. Она должна выходить абсолютно сухой. Вынимаем бисквит из духовки и оставляем в форме на 10 минут. Затем аккуратно проводим тонким ножом по стенкам формы и извлекаем бисквит.
Если по каким-то причинам у вас не получается масляный бисквит, то альтернативным вариантом может быть простой шоколадный бисквит. У меня на канале есть такой рецепт шоколадного бисквита. Готовится он без разделения яиц и всегда получается. Ссылку на видео этого бисквита я оставлю в описании под этим роликом. Оставляем еще теплый бисквитный корж на решетке до полного остывания. Свежий бисквит очень рыхлый, плохо режется и сильно крошится, поэтому, когда бисквит полностью остынет, заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на 6-8 часов. За это время бисквит вызреет и достигнет нужной нам текстуры. Готовим сироп для пропитки бисквита. В сотейнике соединяем воду, сахар, ставим кастрюльку на средний огонь, доводим до кипения и полного растворения кристаллов сахара. Снимаем сироп с плиты, переливаем в чистую посуду и полностью охлаждаем. По желанию охлажденную пропитку можно ароматизировать коньяком, ромом или ликером. Готовим масляный крем для торта Прага. В сотейнике соединяем яичные желтки, обычную питьевую воду и тщательно размешиваем. Воды должно быть столько, сколько весят желтки, поэтому предварительно взвесьте яичные желтки перед приготовлением крема. Добавляем сгущенное молоко, ванильный сахар и еще раз хорошо перемешиваем. Ставим сотейник на небольшой огонь, непрерывно размешиваем венчиком и варим до тех пор, пока смесь не загустеет. Снимаем сотейник с кремом с плиты, переливаем в чистую посуду и полностью охлаждаем до комнатной температуры. В большую миску кладем сливочное масло комнатной температуры и взбиваем до тех пор, пока не образуется однородная, гладкая и пышная масса. На это уйдет примерно от 5 до 7 минут, в зависимости от мощности вашего миксера. Сливочное масло нужно достать из холодильника за 2-3 часа до начала приготовления крема. Оно должно быть очень мягким. Не прекращая взбивания, начинаем постепенно вводить остывшую заварную массу со сгущенным молоком во взбитое сливочное масло, примерно по 1 столовой ложке с интервалом 10-15 секунд. Продолжаем активно взбивать до полного соединения заварной массы и однородности крема. В самом конце просеиваем темный какао в масляно-заварной крем и взбиваем до однородной шоколадной массы. Если крем получился слишком светлым, то по желанию можете добавить еще 1-2 чайных ложек какао и также взбить до однородности. Крем для пражского торта получается необыкновенно нежным, легким, воздушным, умеренно сладким, в общем, очень вкусным. Собираем торт Прага. Созревший бисквит достаем из холодильника и снимаем пищевую пленку. Бисквитный корж разрезаем на 3 равные части при помощи кулинарной струны. В итоге у нас получается 3 ровных и красивых коржа. На блюдо для торта или подложку выкладываем первый шоколадный бисквит срезом вверх и пропитываем сахарно-коньячным сиропом по всей поверхности и по краям коржа. Крем делим на 2 равные части и еще немного оставляем для украшения торта. Покрываем бисквит слоем крема и хорошо распределяем шпателем по всей поверхности. Выкладываем второй бисквит, немного придавливаем и пропитываем сахарным сиропом по всей поверхности и по краям коржа. Покрываем бисквит шоколадным кремом и равномерно распределяем шпателем по всей поверхности, стараясь сделать слой ровным. Срез верхнего, третьего шоколадного бисквита хорошо пропитываем коньячным сиропом. Выкладываем бисквит на торт необрезанной стороной вниз и немного прижимаем. На верхний шоколадный бисквит выкладываем подогретый абрикосовый джем и равномерно распределяем его по всей поверхности и бокам торта. Как бы выравниваем и закрываем все поры и неровности. Убираем торт в холодильник примерно на 1-2 часа, чтобы масляный крем и абрикосовый джем хорошо застыли перед нанесением шоколадного ганаша. Готовим шоколадный ганаш для покрытия торта. Темный шоколад заливаем горячими сливками и оставляем, не перемешивая, на 1-2 минуты. Затем тщательно перемешиваем до однородной массы. Добавляем мягкое сливочное масло
И также тщательно перемешиваем до однородной массы. Затем даем немного остыть. Рабочая температура шоколадного ганаша приблизительно от 27 до 30 градусов. Когда абрикосовый слой на торте застынет, можем покрывать торт шоколадной глазурью. Достаем торт из холодильника, перекладываем на решетку, выливаем ганаш на середину торта и равномерно распределяем при помощи шпателя сверху и по бокам торта. Перекладываем торт обратно на блюдо или подложку и убираем в холодильник на 30 минут. Оставшимся шоколадным ганашем наполняем кондитерский мешок и пишем сверху название нашего шоколадного торта – Прага. Отложенный шоколадный крем выкладываем в кондитерский мешок с фигурной насадкой. Украшаем наш торт Прага кремом сверху по всей окружности. А также вокруг основания торта. Или так, как вам подскажет ваша креативность и фантазия. Убираем пражский торт в холодильник на 5-6 часов для пропитки. Готовый торт нарезаем на порционные кусочки и наслаждаемся очень ярким шоколадным вкусом с легкой горчинкой какао и восхитительно приятной абрикосовой кислинкой десерта. Торт Прага готов, приятного аппетита и удачной вам выпечки! Всем спасибо, что посмотрели видео, пишите комментарии, делитесь рецептом с друзьями в соцсетях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы не пропустить уведомления о выходе нового видео на моем канале. Мне будет очень приятно.